Добрый день! Хочу рассказать вам про практику работы с измененным состоянием сознания и пригласить вас на эту практику. Эта практика пришла ко мне во время медитации. Так как я преподаватель медитации, сам медитирую более уже 3 лет, и там не было такого инсайта, прям вот она практика, она будет крутая, классная и так далее. Нет. Я ее уже думал о ней давно, у меня были разные компоновки, я делал одну часть, вторую часть, а теперь я просто соединяю эти 2 части, даже 3 части. Сейчас вам про структуру этой практики немножко расскажу. Что такое измененное состояние сознания? Это элементарный пример, не надо тут как-то пугаться этого слова. Это сон. Когда мы спим, мы в измененном состоянии сознания. Это различные трансовые техники, с помощью чего еще можно также выйти в измененное состояние сознания, ИСС сокращенно. Это трансовые техники, это медитативные техники. Можно с помощью дыхания, вот допустим холотропное дыхание. Мой любимый вид дыхания, на который я ходил, и мне он очень нравится. Я посещаю холотропное дыхание. Чтобы вот выйти в измененное состояние сознания, есть много разных методик, упражнений, техник и так далее. Вот теперь вернемся к моей практике, которую я хочу вам презентовать, и чтобы вы сами попробовали эту практику. Мы создаем в самом начале намерение. Не просто желание, а именно намерение. После этого мы входим в измененное состояние сознания. Тут самое главное, то что управляемое измененное состояние сознания с помощью дыхания. Далее, с помощью ведомой медитации мы изучаем этот опыт и получаем ответ на любой вопрос. Теперь, с чем можно приходить на эту практику, я сейчас чуть попозже скажу, с какими запросами. После этого мы фиксируем этот опыт. Опять же, нам нужны будут еще дополнительные инструменты, которые я буду предоставлять в самой практике. И это работа именно с бессознательным. Это работа именно с нашей психикой. Не с сознанием, то что, я думаю, структуру психики вы немножко понимаете. Если нет, то вот буквально 2 секунды скажу. Наверное, вы знаете, представляете, как выглядит айсберг. Вот на вершине это у нас сознательное. Меня зовут Сергей, я нахожусь там-то, там-то, делаю то-то, то-то. Мы понимаем, что мы делаем. У каждого из нас есть какие-то реакции, паттерны поведения, предыдущий жизненный опыт. А также у каждого из нас есть бессознательное. Это вот то, что внизу айсберга, то, что скрыто под водой. То, что имеет самый большой такой объем. Вот если бессознательное, это вот такой вот объем у нас в голове, структура нашей психики, то сознательное это всего лишь вот такое. И вот все наши комплексы, страхи, эмоции, чувства, не только, ответы на вопросы. Вот наверняка вы слышали то, что нашей жизнью, нашими действиями управляет именно бессознательное. Так оно и есть. И благодаря психологии, благодаря тем образованиям, что у меня есть, Московский институт психоанализа и не только, благодаря клиентской практике, когда я провожу работы по стосну, либо по психологии, терапии веду, я прекрасно понимаю, что такое бессознательное, что в нем кроется. И вот в обыкновенной стандартной жизни, в которой мы живем, у нас есть такая грань, такая защита между сознательным и бессознательным. И в этой практике мы с помощью, опять же, моих упражнений, мы будем эту грань убирать и входить в управляемое, измененное состояние сознания, чтобы работать именно с бессознательной частью нашей психики. Потому что там есть все ответы, все наши рекомендации, подсказки и так далее. Язык вообще бессознательного — это метафоры, символы, образы. Это не значит, то, что у вас будет такая неоновая вывеска, то, что я хочу зарабатывать, допустим, вы приходите на эту практику, и у вас запрос: я хочу зарабатывать 1 000 000 рублей в месяц. И благодаря этой практике у вас в процессе, когда мы войдем в измененное состояние сознания, когда мы начнем работать с ведомой моей медитацией с помощью нашей бессознательной части, и у вас не будет такой вывески неоновой, то что ответ на вопрос: зарабатывать нужно так-то, так-то, делай это, но у вас будут конкретные рекомендации, у вас будут конкретные действия, к вам будут приходить подсказки, к вам будут приходить метафоры, к вам будут приходить чувства и эмоции. Опять же, у каждого это что-то свое, но наша основная база, наше знание хранится в бессознательном. И вот теперь, наверное, подытожиться, с какими запросами я приглашаю вас на эту практику. Запросы. Как увеличить свой доход, как выйти заработок, там, не знаю, на 500 000 рублей, на 1 000 000. Это вот по бизнесу элементарные вопросы.
как вы, допустим, не знаете, какое принять решение. У вас есть задача, вы хотите сделать либо вот это, и вы сомневаетесь, и это вроде бы, либо вот это. Вот. Это элементарная задача по бизнесу. И благодаря этой практике вы найдете ответ. Ваше бессознательное само подскажет, что будет правильно для вас в данный момент, в данной ситуации, с тем багажом знаний и жизненного опыта, то, что у вас есть. Если вы хотите разобраться с отношениями, что-то у вас не так с отношениями, опять же, ваше бессознательное вам подскажет. Если вы хотите научиться ставить границы, говорить слово «нет», опять же, ваше бессознательное подсветит именно те моменты, на которыми вам нужно работать. То есть вы элементарно получите ответ. Вы задаете любой вопрос к вашему бессознательному, опять же, в этой практике мы когда будем делать, это будет намерение. И в самом конце, самое главное, мы не просто получим ответ, мы зафиксируем еще опыт. Это очень-очень важно для того, чтобы был какой-то конкретный план действия, что делать дальше с вашим ответом. Ну, опять же, у каждого это что-то будет свое. Так, про запросы я рассказал, про то, что мы будем работать именно с глубинной частью нашей психики, именно с бессознательным. Это очень-очень важно. С помощью каких методов и упражнений? С помощью дыхания, с помощью ведомой медитации. Еще там будут некоторые методы. Все секреты я вам пока не буду рассказывать. Предлагаю вам просто прийти на эту практику и получить ответ на то, что вы хотите. Теперь по поводу продолжительности. Продолжительность этой практики 90 минут она будет длиться. Я ее устраиваю и провожу эту практику. Кстати, уже есть очень много отзывов от людей, кто проводил, с кем я работал с этой практикой. Вы ее можете там в 3 номинациях, в 3 этапах пройти. Даже не в 3 этапах, а там, как сказать, 3 вида этой практики. Первый вид – это когда мы с вами работаем индивидуально. Вот я, вот вы, и мы работаем с вами 1,5 часа, 90 минут. Второй вид, и стоит это индивидуальная такая работа, 15 тысяч рублей. Второй вид, это когда мы в зуме созваниваемся, когда групповая работа, когда 2, 3, 5, 6, там, 10 человек, у каждого есть свой запрос, и я веду эту группу, веду эту практику, и каждый получает ответ на свой запрос, с которым он изначально приходил. То есть эта групповая работа стоит на 9 тысяч рублей. И также можно приобрести запись самого вебинара для тех, кто хочет самостоятельно решить свою проблему, для того, чтобы посмотреть вебинар и делать те техники, те практики, которые я там даю, и самостоятельно дома уже не спеша пройти эту практику и получить ответ на свой запрос. И тут еще очень-очень важно то, что тут работа будет у каждого в голове. Тут не будет никаких интерпретаций, как обычно. Допустим, есть психолог, есть клиент. И когда клиент приходит к психологу с определенным запросом, вопросом, какой-то рекомендацией, и иногда психолог выходит из своей позиции, начинает что-то рекомендовать, либо советовать. Тут этого не будет. Вся работа будет полностью у вас в голове, полностью с вашим бессознательным. Ну, то есть, тут никакого стороннего мнения, каких-то сторонних рекомендаций, советов, этого не будет. Все будет происходить в вашей голове, в вашей психике. И ваша психика сама лучше знает, что для вас хорошо в данный момент и как найти ответ на тот запрос, с которым вы пришли. Это вот плюсы этой практики. Если у вас остались какие-либо вопросы, то задавайте. Предлагаю сформировать запрос, пишите. Договоримся о том методе, с которым вы хотите работать. Вы хотите либо индивидуально со мной, либо групповая, когда набирается группа 3, 5, там, 10 человек, максимально 8 человек. Либо можете приобрести просто запись. Она стоит всего 6 тысяч рублей. И пройти и сделать эту практику самостоятельно у себя дома. Если есть какие-то вопросы, то задавайте. С вами был Сергей Витищенко, сексолог, психолог, преподаватель медитации и еще много-много чего. Все, всего доброго, до свидания, желаю вам хорошего.